Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И всем здравствуйте, мы снова на глобальном сервере, снова 20-й день, и скоростные прохождения 3-й этап, последняя дисциплина, не легендарные. Начнем с ядовитой могилы. Здесь я смог чуть-чуть обогнать его, совершенно, не то чтобы случайно, либо повезло, просто чуть-чуть постарался. Это одна из самых легких дисциплин, потому что, здесь уже давно все известно, и команда Мороза работает здесь безотказно. Это у нас Ведимир, это у нас Равена, Рава, там Гаррет и, соответственно, Вориш. Так, давайте я сразу снаряжение покажу. Такое вот снаряжение. Вориш у нас на разломе. Почему именно Вориш? Во-первых, он снимает усиление с босса, во-вторых, он накладывает разлом по всем, а здесь 5 целей. Рава здесь с донатным артефактом, сами понимаете, можете заменить его на любой другой, например, на ключик, да, и будет вполне себе неплохо. Ничем не хуже, чем с этим донатным. А Равена у нас здесь важную функцию, она здесь добивает, выполняет важную функцию. И, соответственно, Ведимир. Ведимир это основной ДД. Равена тоже хороший ДД, но у нее главная функция это казнить. И добивать, соответственно, дымков. Код у меня такой же, как и всегда. Здесь есть нюанс. Я пытался сделать Воришу побольше ускорения, чтобы он начинал раньше и, соответственно, снимал усиление побыстрее там и разлом накладывал побыстрее, но у меня это не сработало. Слишком много ускорения, если я ему делаю, то боевой навык пролетает мимо и снимает усиление босса слишком поздно. Если я делаю слишком мало, то второй удар, когда он делает второй удар, проходит слишком много времени, и я тогда не успевал делать это за 30 секунд. И получалось заметно больше 30 секунд. То есть примерно 17 ускорения для меня было оптимальным вариантом. Что здесь еще? Так, вроде бы в остальном вроде бы тут ничего такого. Рава на заливке. Вроде бы ничего такого. Давайте смотреть сразу. По горячим следам я только недавно прошел, поэтому... понятно, что Вориша ставим, точнее, вокруг него, наших главных ДД, чтобы он раздавал там свои эти штучки. Итак, смотрим. Вот так вот. Дымков, затем Равена. Добивает. Обратите внимание, да, сначала Ведимир, потом Равена добивает, потому что я не знаю, там, какие, допустим, после Ведимира дымки останутся. Поэтому я оставлял Равену после Ведимира. Видим, что урона вроде бы не сильно много прошло, но нормально. Сейчас они подобьют еще, мы выжидаем. Выжидаем нашего Вориша. Я здесь замедление поставил. Как только он сходил, я тут же следом пускаю Ведимира, чтобы не терялось время. И попутно сейчас буду бить Равеной, но только учтите, нужно, чтобы дымки уже умерли, и процент здоровья Гарпии был ниже 10. Это потому, что артефакт на казнь, само собой. Это базовая вещь, но я просто ее проговорю, да? Я выждал. Как только он снял, я тут же хоп, и Равеной добил. И она казнила. Получилось чуть-чуть побыстрее, чем у того, кто сделал это за 30 секунд. Я сделал, наверное, на пару десятых быстрее. Довольно-таки быстро. Я это сделал, потому что, я же говорю, самая легкая дисциплина по нелегендарным это именно Гарпия. Топ-2, то же самое. Есть у него различия по снаряжению, по талантам, по характеристикам, но результат примерно такой же. Важный артефакт, да, сами понимаете, потому что Гарпия накладывает щиты. Очень толстые щиты. Так, 32 секунды. То же самое. Так, здесь у нас то же самое. Талантов побольше, но 33 секунды. Так, здесь уже минута. Здесь уже посложнее, ледяного взрыва нету. Давайте я вам... Ой, ледяного взрыва. Здесь у нас другая схема, очень много ускорения. Гаррет у нас одет необычно, сундук.
Здесь у нас Эстелла. Он потерял связь стихий. Зачем? Я не понимаю. Учитывая, что они живут неплохо, без какого-либо лечения. Но при этом он сильно потерял по урону, сильно потерял по выживаемости. Потому что без связи стихий это, конечно, беда. Рава у него на казни. Мало точности. Довольно. Ну, в общем, какой-то бардак. Нет, я не буду это показывать. Я хотел запись боя показать. Нет, здесь какой-то бардак. Не буду показывать. Здесь он взял на лечение Гариана. Не потерял связь стихий, но при этом все равно минуту у него ушло. Не самый эффективный способ, но какая разница, в топ-10 попал. Вот, пожалуйста. Один из наших лучших игроков вообще не стал заморачиваться. Минута 10, пожалуйста. Алексей, правильно, не паришься. Молодец. Я, кстати, скорее всего, так же сделаю, только на оставшихся дисциплинах. Так, ну здесь все. Давайте, кстати, я связь стихий вам не показал. Я ее обычно показываю в начале, но часто забываю. Здесь мне попроще, в том плане, что я именно лед прокачивал, лед-яд. Поэтому у меня здесь урона побольше. Урона здесь заметно побольше. Давайте смотреть дальше. Вампир. Вампира я тоже отбил. Единственное, что уже не самым лучшим образом, но меня устраивает полностью. Даже если бы я в топ-10 попал, меня бы это устроило. Топ-1. Я не знаю, откуда у него такой урон и как он успел за 2 цикла сделать казнь. То есть еще и казнил. Давайте посмотрим снаряжение. Он колокол. Я пробовал его снаряжение, то есть с колоколом. Он еще и успел и казнить. Я не понимаю, что у меня не так. Если знаете, подсказывайте. Почему у меня такой маленький урон был, я не понимаю. Я вроде бы базовые вещи знаю. Здесь, кстати, важно, чтобы у Бладина было ускорение. Потому что он на разломе, иначе он будет слишком поздно ходить, и там, ну, собьются тайминги. Здесь у нас то же самое. Единственное, что давайте схему снаряжения покажу, она у него отличается. Я не знаю, зачем этот сет, учитывая, что он щитов не дает никаких. С казнью у меня не получилось. Не получилось. У меня здесь ключик. Надя у меня вообще урон не наносит. Что с цветком, что без цветка, что с колоколом, что с маской вот этой. Нету у нее урона никакого. Ну, то есть слабенький, заметно слабее. Если она здесь 200-220 тысяч ДПС выдает, это выдает, ну, максимум 100. И то с цветком. Я не знаю. Я что-то не знаю про эту Надю. Там какая-то есть, видимо, специфика работы. Ну, если что, подскажите. Я нубяра в этом плане. Столько уже времени ими прохожу. Ой, до сих пор не знаю. Так, Алекс. Ну, та же команда. Снаряжение опять же отличается. На всякий случай покажу. Может быть, именно эта схема у вас сработает лучше. Вориш на разломе. Здесь у нас, благодаря тому, что все из льда, можно поставить вот этот артефакт. Он сильный довольно-таки. Единственное, что щитов у нас здесь нету. Поэтому 36 секунд. Ну, такая же схема. 47 секунд. Похожая схема. И минута 17. Той самой схемы он проходил. Итак, давайте наилучший вариант я вам покажу. Он выжидает, кидает разлом, баф. Затем ходит вместе. Видим 110, 120, 140, 120, да? Затем посмотрите. Хоп. Хоп. Надя ходит. Очень высокий урон. 180 тысяч. И у этой 100, и у Гертин 162. Я не знаю, как так урон проходит. Может быть, с кристаллами повезло. Там талант на восстановление кристаллов. Не знаю. Я не готов этим заниматься. Я и так потратил много времени. Не хочу. Покажу вам свою проходку. Ой, свою проходку. Суть та же. То есть, да, Бладин, Вориш, Надя вместе с Гертин. Тут у нас уже по 200 сейчас будет, 220. Вон, да. То есть, казалось бы, в сумме, ну, примерно должно быть то же самое. Нет? Вот даже когда видим. Ну, то есть, здесь никак до казни бы я не дотянул. Я и так кое-как его добил. Кое-как. 200 тысяч ДПС, 207 и 100. То есть,
Сука, 300, а у него было 360 в сумме. Даже больше, по-моему. Ну вот вам и результат. 5 секунд, 4 точнее, потеряно. Так, второе место. Ну здесь то же самое, ладно, уже показывать всех не буду. Так, здесь у нас чего? Гнилая могила. Я ее не проходил, давайте я покажу других. Я пока что еще не готов. Вот Инфернал уже начал проходить. 31 секунда. На разломе вориш. Все в атаку в урон. На раздаче атаки защиты. Надя у нас здесь с казнью. Элвис с защитником. Кстати, у Элвиса есть точность. Да, очень много точности. Он здесь замедляет. Бладдин. Тоже на раздаче атаки. Много атаки у него. И, кстати, с блокировкой ударов, да. Вот этот вот олень. Так, ускорение есть. Ускорение тоже есть. Ну, прям нашпигованный олень. 31 секунда. Так, давайте сразу посмотрим. Расстановка. Ничего он не ждет. Ну, благодаря замедлению, то есть у него будет время еще накопить энергию и выбить Элвиса. Ой, ничего себе, у него урон прилетает. Капец. Очень высокий урон. Да, и добивает. 31 секунда. Да. Товарищ Евгений справился лучше всех. Влад, 38 секунд. Команда похожая. С колоколом. Вориш здесь уже на заливке, не на разломе. Бладин, ну, ту же самую команду с проклятой могилы взял. Так, здесь тоже блокировка и тоже ускорение. Так, Александр то же самое. Джастис то же самое. Верц то же самое. И Фастлес тоже. Ну, здесь какой-то винегретик с очень плохими показателями. Торнадо. Такой вариант. Что ж, давайте еще одного посмотрим. Влада. Опять его команда вот эта. Он здесь даже не стал есть еду на урон. Расстановка отличается. Тоже он никого не ждет, тоже замедляет. Проводит свой цикл. Надя замыкает. Половину почти снимают до того, как он цикл свой завершил. И, собственно, добивают. Надя. Казнь не прошла, кстати. И время было потеряно. Но все равно неплохо, 38 секунд. Я даже просто пройти не мог еще пока, они у меня умирают. Все-таки надо будет Элвиса, наверное, качнуть. Не просто так его здесь все используют. Ладно, погнали дальше. Нечестивые руины. Здесь у нас уже поменялись места. Тот, кто был на третьем, там на четвертом, допустим, или на втором, да, стал на первом. Кто был на первом, тот на третьем. То есть, да, давайте посмотрим. Тоже команда с Элвисом. Вроде быть с неправильным сетом, но самый лучший результат. Здесь у нас желудь. Вроде бы маловато точности. Но ее, видимо, хватило. Казнь. Куча крит урона. Здесь у нас все в урон. И здесь у нас все в урон и цветочек, да? Понятно. Так, ускорение здесь есть 19. Здесь нету. Блокировки урона нету тоже. Голем. Давайте сразу посмотрим. Даже и расстановка какая-то вот такая вот, да? Ладно. Ничего себе, у него урон пролетел там. Уже больше, чем половину снял. Очень шустро. Желудь использовал, да, чтобы, я так понимаю, чтобы пережить удар босса. На самой грани пережил. И здесь добил. Да, серьезно. Серьезно.
Так, и посмотрим второй вариант. Так, я его вроде показывал. Снаряжение. Тоже желудь тут. Здесь блокировка ударов есть. Или я не показывал? Нет, не показывал. Я же сразу побежал этот смотреть, да? Давайте смотреть второй вариант. Хотя он и такой же, но чем-то отличается. Снаряжением, скорее всего, таймингами. Ну, совсем другой урон. То есть вот таких вот... Хотя по факту в итоге такой же. То есть видим, что за цикл босса больше половины снимают. Так же, как было и в прошлый раз. И, кстати, здоровья гораздо больше. За счет блокировки ударов здоровья гораздо больше осталось. Здесь он, я так понимаю, пытался казнить, но не получилось. Не хватило урона. Из-за этого потерял время. А так, в принципе, мог быстрее, конечно. И тоже Надя там урона нанесла. Почему у меня Надя урон не наносит, я не знаю. Не умею я Надю готовить. Так, здесь у нас Влад. Ну, та же команда, только единственное, что... Подождите-ка, здесь олень. А здесь 2 голема, да? Да, 2 голема. А здесь у нас олень. Олень. С перестраховкой. Но время, кстати, не хуже, да? Практически такое же. Так, а здесь схема, я так понимаю, та же, что и была. С желудем, понятно. И торнадо. Той же командой, но минута 50. И древнее поле битвы. Я тоже его не проходил. Здесь люди ограничились 11 сложностью. Я их прекрасно понимаю. Я, скорее всего, буду делать так же. И так, инфернал у нас минута 27. У него здесь вот этот вот ледяной взрыв. 2 ДД. И 3 сапа. Даже с подлечиванием. Интересно. Норд. Такой вспомогательный на урон. На увеличение. Плюс кристаллы заливает. Гарриан. Куча сопротивления, то есть он и просвещенность. Он еще заливка дополнительная. Еще одна заливка, понятно. Точности много. И фрутбат. Тоже точность, чтобы штраф кидать. Частично. Защитник. Я так понимаю, что он Норда выбрал, потому что у него, возможно, здоровья побольше. То есть он смог выживать. А Бладин там он не такой живучий. Так, блокировки здесь никакой нету. Атака, очки здоровья. Давайте посмотрим, как Евгений у нас вымучил последнюю сложность. Довольно-таки уверенно, благодаря оленю, да. Видим, что олень огромную вносит вклад огромный в выживаемость команды. Уровень здоровья довольно-таки высоко держится. Подлечивание, то есть и от фрутбата, и от, как его там зовут, не помню. Неплохо, неплохо, неплохо. Урона от него, видим, не требуется. Главное, чтобы кристаллы раздавал. Гертин здесь справилась без труда особого. Да, 137 тысяч вроде бы не так много, но зато прошел. И причем не намного дольше, чем 11 сложность. А 12 довольно-таки сложнее, чем 11. Ладно, давайте посмотрим 11. Та же команда, только с Гарритом. Тоже с желудем.
В остальном все то же самое, что он использовал на прошлых подземельях. Единственное, что там олень, поставил оленя. С блокировкой, с ускорением. То же самое. Тоже блокировка ускорением. И Александр. Здесь у нас уже потеряна связь стихий. Но в итоге минута 29 вполне себе неплохо. Так, а я не понял, зачем он здесь стоит. Видать, Александр у нас не заморачивался. Еще раз так, блокировка ударов есть, да. И минута 30. Ну, тоже с разбивкой связи стихий. И, соответственно, олень. Понятно. Ну что ж, на этом все. Еще раз скажу, что если я успею пройти, да, сегодня там, то я скину коды команд. Добавлю в комментарии. Эти две, ядовитая и проклятая, есть, да, а вот остальные, если успею, добавлю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.